Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. До Москвы оставалось чуть больше 200 километров. Несмотря на мужественное сопротивление бойцов Красной Армии, гитлеровские войска сумели захватить стратегическую инициативу и выйти на прямую дорогу к столице. 30 сентября пал Смоленск. Так началась Великая битва за Москву. Запомните, от этого порога в лавине дыма, крови и невзгод здесь в 41-м началась дорога в победоносный 45-й год. Победа, до которой было очень далеко, ковалась здесь и сейчас, каждым подвигом, каждым решением встать и идти навстречу огню, каждой смелой атакой, боем до последнего патрона. Так, кровью, самоотдачей, самопожертвованием каждого ткалась будущая великая победа. Среди тех, кто принял первый удар на себя, была 8-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения, в которую входили студенты, сотрудники и преподаватели Московского университета. 22 июня на общем комсомольском собрании университета была принята резолюция. Комсомольская организация МГУ объявляет себя полностью мобилизованной для выполнения любого задания партии и правительства. 2 октября ополченцев перебрасывают к деревне Уварово, близ Ельни. Задача – любой ценой задержать противника на этом рубеже. Ополченцы еще даже не успели дойти до деревни, как гитлеровцы открыли по ним ожесточенный минометный огонь. Несмотря на очевидное техническое превосходство врага, ополченцы не только отражали атаки, но и переходили в контратаки. Рядовой Эмиль Валев, впоследствии профессор географического факультета МГУ, вспоминал: «Большая часть бойцов имела недостаточную военную подготовку, но зато моральное состояние поразительно, насколько был высок дух вчерашних ополченцев. Недаром малообученные солдаты за 2 дня жесточайших боев с опытными отборными частями германской армии не отошли ни на шаг. Фашисты не давали ни часа передышки. Град снарядов и мин, артиллерийский обстрел не прекращались 3, 4, 5 октября. Героически сражались историки и геологи, математики и биологи, физики и почвенники, пока не был дан приказ отходить всем батареям. Подвиги и имена бойцов и командиров 8-й стрелковой дивизии, погибших в осенние месяцы 41 года, записаны в нашу общую книгу памяти. Среди них были и люди Московского университета, профессора Марк Зоркий и Александр Кон, аспиранты мехмата Михаил Иванов и Сергей Кудашев, математики Мстислав Долгов и Григорий Алексеев, астроном Николай Флоря и многие другие. Те, кто смог выйти из окружения, продолжили свой боевой путь в регулярных войсках и партизанских отрядах. Многие из них стали впоследствии выдающимися учеными. Физик Григорий Авксентьевич Бендриков, палеонтолог Владимир Васильевич Друщиц, историк Владимир Ааронович Дунаевский, астрофизик Григорий Федорович Ситник, математик Александр Андреевич Самарский, физик и математик Гаримир Гаримирович Черный, географ Эмиль Борисович Валев. Прорываясь с боями из вражеского окружения, бойцы и командиры 8-й стрелковой дивизии отвлекали на себя силы врага и задержали его продвижение к Москве. Благодаря упорству и стойкости, которые проявили наши войска, мы выиграли драгоценное время для организации обороны на Можайской линии. Пролитая кровь и жертвы оказались не напрасными. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 5 октября. По Варшавскому шоссе в сторону столицы двигается 20-тысячная немецкая колонна. Танки, бронемашины, пехота, артиллерия. Путь на Москву открыт, так казалось вермахту. Но на этом пути встал отряд десантников Ивана Старчака. Капитан Старчак, начальник парашютно-десантной службы Западного фронта, не дожидаясь приказа, сформировал отряд из 430 бойцов, заброшенных для диверсионных действий в тылу противника, и решил
задержать продвижение фашистских войск. Он понимал, что этот бой станет последним для них всех. Подкрепления ждать было неоткуда. Основные части советских войск рвались из окружения под Вязьмой, а новые соединения еще не были сформированы. Но Иван Георгиевич держал в руках винтовку с 16 лет, совершил свой 1000-й прыжок с парашютом 21 июня 1941 года. Отступал с ранением из оккупированного Минска и по дороге обнаружил и уничтожил немецкий десант. И не ему было бояться танковой дивизии. Он сорвал жестяной дорожный указатель с цифрой 203 и, подняв его над головой, произнес: «Это расстояние до Москвы. Танки пройдут его часов за 6. Если не мы, то кто остановит их? Никто, кроме нас». Остановить врага предстояло практически голыми руками. У Старчака не было не только артиллерии, не хватало даже лопат. Однако воевал Старчак отчаянно, но обдуманно. На восточном берегу реки Угры, близ Юхнова, Иван III когда-то покончил с татаро-монгольским игом. И именно здесь, у единственного невзорванного моста через реку, Старчак строил свою оборону. 6 октября, первый день обороны. Отражено 4 огневых налета и 4 атаки пехоты. К вечеру подошел последний резерв – подольские курсанты. 250 человек и 1 артиллерийская пушка. 7 октября. По приказу Старчака с грузовиков снимают глушители. Несколько часов машины ездят в темноте вдоль позиций, изображая танковое подкрепление. Немцы в страхе отступают. 8 октября. Разведка докладывает. Немцы сходят с шоссе и направляются отряду в тыл. Дальнейшая оборона бессмысленна. Старчак, взрывая за собой мосты, отводит бойцов на берег реки Изверь. 9 октября. Утро. Фашисты пытаются форсировать Изверь. Старчак приказывает не стрелять. Фашисты, полагая, что все живое уничтожено, идут плотными цепями. Пулеметы Старчака расстреливают их в упор. 9 октября. День. Гитлеровцы готовятся к переправе. В отряде осталось 29 бойцов, которые не спали почти 5 суток. Было ясно, долго сдерживать врага они не смогут. Десантники и курсанты стали прощаться друг с другом. Но вечером прибывает танковое подкрепление. Иван Старчак сдал свой пост на 180-м километре от Москвы. 400 десантников и 250 курсантов задержали продвижение 20-тысячной армии врага на 5 суток. За это время Ставка смогла провести мобилизацию и создать под Москвой новый фронт. Живу на поле Отечественной войны, где вел бой Кутузов. Силы наши крепки, и дух тоже. Крепите тыл. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. В черном октябре 1941 года история сомкнулась. 15 октября фашистские войска, несколько дней с боями прорывавшиеся из окрестных деревень, ударили по Бородинскому полю. Бои шли среди памятников героям 12 года. Советские солдаты стояли на позициях Раевского и оборонялись в дотах времен Отечественной войны. Бронебойщики укрывались под памятником Кутузову. На месте его командного пункта располагался штаб советских войск. Расчет сержанта Алексея Русских прямой наводкой подбил 3 вражеских танка. После разрыва мины в живых остался только наводчик Федор Чихман, который с оторванной правой рукой смог подбить последний, 4-й из атаковавших батарею танков. У нашего наводчика отрады уносит руку дикий вихрь снаряда, но он стоит весь кровью залитой. Стоит безрукий, с помутневшим взглядом, и левой дергает упавший шнур витой. Немцы бросили на Бородино отборнейшие соединения вермахта, сотни танков и бронемашин. Они видели в сражении на Бородинском поле сакральный смысл, и потому 638-й французский пехотный полк, добровольцы, желающие бороться с Советским Союзом, был направлен именно сюда. Из донесения немецких командиров. Французский легион был разгромлен, понеся большие потери от огня противника и от мороза. Через несколько дней он был отведен в тыл и отправлен на запад. Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы, зарю победы ощутив едва. И умирали, зная, будем живы, была б жива священная Москва. 17 октября немецкие танки прорвались на Можайское шоссе. Одну из танковых колонн атаковали наши летчики. Самолет
23-летнего младшего лейтенанта Константина Яковлева был подбит. Летчик не воспользовался парашютом, а направил свой горящий штурмовик в скопление фашистских танков. 18 октября соединения Красной Армии отошли с боями и заняли новый рубеж. Сражения на Бородинском поле и в окрестностях задержали противника на 6 дней на Можайском направлении, что стало катастрофой для немецкой армии. С 19 октября начались затяжные дожди и распутица. Тайфун завяз в русской грязи. Находился в боях за Можайск. 17-18 октября наши части попали в окружение неприятеля. Мы отступили и около недели буквально под носом немецкого расположения пробирались лесами, проселочными дорогами. Хватили всего. Здесь все оказывается иначе, чем мы себе представляли. Причиной этому являются люди, живущие в этой стране. В последние дни октября 1941 года на Можайском направлении решалась судьба поселков Тучково и Дорохово, лежащих на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей. У деревни Картина фашисты 2 суток подряд начинали атаку и тут же попадали под обстрел. Ни орудий, ни дотов, ни партизан немецкая разведка не обнаружила. Лишь к концу 2-го дня они догадались, что их расстреливал один наводчик, засевший на колокольне Успенской церкви. 19-летний лейтенант Александр Захаров успел оставить записку, пока по старинным ступеням колокольни поднимались гитлеровцы. Я умираю, но не сдаюсь. Верю, мы победим. Немцы все лезут, патроны на исходе. Товарищи, знайте, родину я не продам. Напоследок уложил 11 немцев. Мои друзья успели отойти. Лейтенант Захаров в одиночку прикрыл отступление артиллерийской батареи и на 53 часа задержал продвижение врага. Фашисты обезумели, когда узнали, что все это время по ним стрелял один советский солдат. Они били раненого Захарова ногами и палками, таскали по морозу, подвергали зверским, нечеловеческим пыткам, добиваясь сведений о расположении и численности его батареи. Саша молчал. Тогда гитлеровцы выбросили его со 2-го этажа оккупированной школы, но он все еще был жив. Фашисты оставили его на морозе и приставили солдата, не дававшего местным жителям забрать бойца. Лейтенант Захаров умер к утру 3 ноября. Его предсмертная записка, вложенная в гильзу, была случайно найдена через несколько лет после войны. С 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосекова Волоколамского района произошло героическое сражение, вошедшее в историю как подвиг 28 панфиловцев. Одно из самых известных и притом окутанных мраком легенд и домыслов военных событий битвы за Москву. Подвиг 1075-го стрелкового полка, который остановил продвижение танковой, мотоциклетной и артиллерийской дивизий, не только сорвал планы противника, но и вдохновил миллионы советских граждан на борьбу в тылу, в оккупации и на фронте. Ценой своих жизней они задержали фашистов на 4-5 дней. Гитлеровцы четко расписывали, к какому дню должен был быть взят Клин, Истра, Наро-Фоминск, Москва. Но в их скрупулезно высчитанных планах не было одного слагаемого, беспримерного, массового героизма и невиданного ранее ни в одной войне самопожертвования наших солдат. Не надо фраз про доблесть и отвагу. Слова всего лишь навсего слова. Мы здесь стояли, и назад ни шагу. Мы здесь лежим, зато стоит Москва. Здравствуй, мамаша. Это письмо мной написано на фронте. Оно придет к вам тогда, когда меня не будет в живых. Я очень доволен, что мне пришлось чуть ли не с первого дня быть в рядах сражающихся войск за Отечество. Начало войны было трагично для Родины, но я не терял надежды, что враг будет остановлен, а затем с позором изгнан из пределов страны. Я уверен, что победа будет. Не тужи обо мне. Я с гордостью складываю голову за Родину, как требуется гвардейцу. Прощай, ваш сын-гвардеец.
Выпускник мехмата МГУ 41 года, он пошел на фронт добровольцем, имея бронь. Услышав о подвигах защитников Москвы и выступая на собрании, он сказал: «Когда-то этим героям поставят памятник». Это был Алексей Постол, выдающийся советский архитектор и скульптор. И он создал этот памятник 25 лет спустя. Несмотря на огромные потери и кровопролитные бои, весь снежный и морозный ноябрь гитлеровцы упорно продвигались к Москве. 28 ноября фашисты переходят в наступление на Дмитровском направлении и захватывают Яхрому. Переодетый в красноармейскую форму фашистский десант переходит мост через стратегически важный канал имени Москвы и занимает деревню Перемилово на восточном берегу. Немцам оставалось лишь овладеть высотой, возвышающейся над окружающей местностью. Фашисты отправили на покорение высоты 7-ю танковую дивизию, прославившуюся легкой победой над Парижем. Но на ее пути встала стрелковая дивизия лейтенанта Лермонтова. 2 орудия против 14 танков. Кто-то из расчета произнес: «Нас в плен сейчас возьмут. Плен смерти подобен. Огонь!» – прокричал Лермонтов. Невероятно, но атака была отражена. Через несколько часов подошло подкрепление под командованием генерал-лейтенанта Кузнецова, лыжные батальоны, бронепоезд НКВД, стрелковые дивизии. Ранним утром 29 ноября, еще до рассвета, красноармейцы неожиданно атаковали врага. Фашисты были отброшены за реку. Деревня Перемилово стала самой восточной точкой, которой овладели фашисты. 1 декабря фашисты прорвали советскую оборону в Наро-Фоминском районе и к вечеру заняли село Юшково, от которого до столицы было рукой подать, всего 30 километров. Ночью 3 декабря к Юшково подошел отряд пограничников капитана Джанчураева, закаленных в боях с самого Бреста. Местные жители и разведка сообщили, что в селе находится более 30 немецких танков, артиллерия, минометная батарея и несколько сотен пехотинцев. Капитан на личном опыте знал, что немцы боятся ночных боев, и решился штурмовать Юшково. Дул холодный, обжигающий ветер, мороз 20 градусов. Мы знали, что противник во много раз сильнее, но за нами стояла Москва, сердце Родины. Она умножала наши силы. Ровно в час ночи начался штурм. Танки Джанчураева внезапно ярко освещали позиции фашистов, выключали фары, давали залп и быстро меняли дислокацию. В это же время незаметные группы по несколько человек забрасывали окопы фашистов гранатами и расстреливали их из пулеметов. Бой шел всю ночь. В 7 утра Юшково было взято. Эффект атаки пограничников сказался не только на потерях противника, но и на его психологическом состоянии. Как говорили впоследствии на допросе пленные немецкие солдаты, Мы поняли, что против нас стоят части со множеством танков. разбитые и в страхе бежавшие на запад немецкие части так и не узнали, что в ту ночь их атаковали 55 человек и 6 танков. Здесь никогда не чувствуешь себя в безопасности. Партизане ежедневно нападают на нас. Красные партизане – это двуногое зверье, остервенелые, ненавидящие все, что только не советская власть, кое они преданы с фанатизмом янычар. Если обнаружится, что в тылу армии действуют с оружием в руках отдельные партизаны, то необходимо действовать драконовскими методами. Немецкие контрмеры должны внушать сильный страх. Гитлеровцы готовились к одной войне с советской армией, но они и представить себе не могли, что вместе с большой им придется вести малую войну с неуловимым, несгибаемым и почти невидимым противником прямо у себя в тылах. От Твери до Калуги, от Асташова до Малоярославца, от Новопетровского до Тучкова все непроходимые леса были полны народными мстителями. Захватчиков на подмосковной земле встретили многочисленные партизанские отряды и разведывательно-диверсионные группы, всего 15 тысяч человек. Сергей Солнцев, комиссар русского партизанского отряда, лично ходил 18 раз в разведку, участвовал в ряде успешных разведывательных операций, организовывал контратаки в боевых столкновениях. Герой Советского Союза. Посмертно. Александр Дрейман, член Асташовского партизанского отряда.
руководила обучением бойцов минированию, возглавляла подрывников в операции 12 октября, в ходе которой было уничтожено 4 моста и 25 автомашин. Михаил Гурьянов, комиссар Угодско-заводского партизанского отряда. Ночью 24 ноября объединенный партизанский отряд прошел 25 километров в трескучий мороз, окружил и разгромил штаб 12-го армейского корпуса вермахта. В ходе операции было уничтожено несколько сотен гитлеровцев и склады с боеприпасами, горючим и продовольствием. Герой Советского Союза. Посмертно. Илья Кузин, подрывник Волоколамского партизанского отряда. Участвовал более чем в 150 операциях. 22 ноября в селе Грибаново прогремела серия взрывов. Гитлеровцы лишились 100 автомобилей, 300 снарядов, 5 тонн горючего и сотен тысяч патронов. Герой Советского Союза. Володя Каледов, Шура Воронова, Толя Шумов. Школьники-разведчики Осташовского партизанского отряда. Распространяли агитационные листки, добывали сведения о расположении фашистских войск, минировали дороги, обрывали телефонные провода. Иван Агарков, командир русского партизанского отряда. Руководил боевыми операциями подпольщиков, брал языков, прикрывал отход частей советских войск, добывал разведданные для Красной армии. Павел Бочаров, командир Малоярославецкого партизанского отряда. Возглавлял подрывные операции, в ходе которых был взорван немецкий эшелон и испорчена целая партия продовольствия для гитлеровцев. Самой дерзкой операцией отряда был расстрел банкета фашистов в санатории Воробьева. Его партизанский отряд участвовал в освобождении Калуги и добыл трофейную шпагу с дарственной надписью «От Гитлера» для победного марша по Москве. Вера Волошина и Зоя Космодемьянская. Разведчицы-диверсантки. Минировали дороги и объекты фашистов, добывали сведения об их расположении, поджигали дома, где располагались немцы. После зверских пыток, не выдав товарищей и целей партизанских отрядов, казнены в один день, 29 ноября 1941 года, в деревнях Головково и Петрищево. Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина. 5-6 декабря Красная армия развернула масштабное контрнаступление по всей линии фронта. Мощь советских атак была настолько сильной, что уже через 3 дня Гитлер был вынужден подписать директиву номер 39 о переходе немецких войск к обороне на всем советско-германском фронте. Каждая пядь земли, оставленная фашистами, была сожжена, изуродована, полна боли, залита кровью, истерзана, измучена. Дорогие товарищи бойцы, вам пишет пионер Сергей Кудрявцев из города Истры. Наш город был очень красивый. Ничего от нашей родной Истры не осталось. Школа сгорела, кино сгорело, наш дом тоже сгорел. Все сожгли. Мы построили из обгорелых досок избушку. Я прибил на нее наш старый номер 42А по Первомайской улице. Хотя улицы больше нет. Ребят теперь никого нет. Не знаю, кого убили, кто замерз в лесу. Мы недавно повесили 100 заложников за одного убитого немца, но партизане не унимаются. Немцы дрались упорно, ожесточенно. Они отступали, выжигая за собой все, теша себя мечтой о скором реванше. И чем очевиднее было поражение Третьего рейха, тем больше зверствовали фашисты. С войны деревня не вернулась. Кругом шумят лишь рожь да лес.
Деревни Афанасово больше нет. Черным зимним днем 1942 года в бессильной злобе гитлеровцы расстреляли всех ее жителей. 66 человек. Михаил Николаевич, 59 лет. Екатерина Васильевна, 39 лет. Толя, 11 лет. Юра, 3 года. Люда, 1 год. Деревню сожгли. Истра, Клин, Нарафаминск, Боровск, Новопетровская, Можайск, Руза. За 1,5 месяца советские войска освободили почти всю территорию Московской области и отбросили фашистские войска на 150-200 километров от Москвы. Красная армия наступала на Волоколамском направлении. 17 декабря танковая бригада генерала Катукова первой ворвалась в село Новопетровское. Дальше пути нет. Отступающие фашисты успели взорвать мост. Танкисты попытались найти брод, но увидели бегущую им навстречу женщину и мальчика. «Стойте, там мины!» Это были Александра Григорьевна Кузнецова и ее 11-летний сын Петя. Александра Кузнецова предложила перебраться через реку возле ее дома, но даже в самом узком месте без моста было не обойтись. Тогда Кузнецова предложила разобрать свой дом, чтобы из бревен сделать настил. В ход пошел сарай и часть дома. Первый танк Т-34 лейтенанта Лавриненко без труда прошел по настилу, а вот следующий зацепил угол дома. Катуков вспоминал: бревенчатая стена завалилась, крыша хаты повисла, вот-вот рухнет. Хозяйка дома сначала перепугалась, шутка ли в жестокие морозы остаться без крова, но потом пришла в себя и сказала: «Берите, детки, сруб, тащите его на мост. Он попрочнее поленьев». Мы стали возражать, однако женщина ничего слушать не хотела. «Берите, все берите. Помост сейчас нужнее, чем моя изба». И сама за бревно берется, тащит его к реке. Танки переправились на другой берег и продолжили наступление. Я жив, здоров и весел, чего и вам желаю. Сегодня мы взяли город Можайск. Эх, и наколотил я своей батареи этих паразитов. А как мамы нас встречают население. Ты не представляешь, как они рады нам. Они готовы нас всех расцеловать. Об отступлении, считавшейся непобедимой армии вермахта, можно судить по рассказам жителей сел Можайского района. Первая немецкая колонна шла шагом, вторая бежала, а третья неслась, что есть духу, боясь быть отрезанной нашими частями. До мая 45-го было еще далеко, но здесь, на подмосковных полях, рождалась Великая Победа. Я проходил, скрипя зубами, мимо сожженных сел, казненных городов, по горестной, по русской, по родимой, завещанной от дедов и отцов. Запоминал над деревнями пламя и ветер, разносивший жаркий прах, и девушек библейскими гвоздями, распятых на райкомовских дверях. Встала пшеница спелая, тихо плывет рассвет. Все, что могли, вы сделали, ребята, которых нет. Плакать устали матери, но через толщу лет смотрят на нас внимательно ребята, которых нет. Будто склонясь над судьбами, будто шагая вслед, нам они стали судьями, ребята, которых нет. Голос к живым взывающий в наши сердца проник. Мы поклялись, товарищи, прожить за себя и за них.